С вами Яра, и сегодня готовим мои любимые супчики. Боже, как я обожаю супчики, но еще больше я обожаю холодные супчики. И сегодня в разгар нынешнего лета мы снимаем видео из 3 потрясающих супов. Я собрала для вас потрясающие холодные супы. И начнем мы с вишисуаз. А в конце вас ждет необычайный сюрприз. Мой авторский холодный суп из клубники. Вишисуаз изначально делался из картофеля и лука-порея. Сегодня я вам предлагаю версию, которую я лично выбираю для себя и очень люблю, вишисуаз из цветной капусты, моей глубоко любимой, и лука-порея. В холодном виде он настолько потрясает своей глубиной, что сложно представить, что такие, на первый взгляд, простые ингредиенты дают в тандеме такой потрясающий вкус и текстуру. Мы будем использовать только белую часть лука-порей. Для обжарки я нарежу произвольными кусочками. После обжарки мы будем этот суп измельчать, поэтому форма нарезки нам не важна. Я только стараюсь, чтобы размер у нас был не слишком крупный, для того, чтобы это не заняло большое время для обжарки. Мы возьмем один чесночок, я его тоже нарежу чуть крупнее, чем обычно, чтобы предотвратить возможное подгорание. Масло у нас сегодня, как и всегда, оливковое масло. Вообще для кремов супов, как правило, для горячих я использую сливочное масло, потому что сливочное масло не дает капельки на поверхности. Но сегодня у нас суп холодный. Для холодного супа, как вы помните из предыдущих видео, мы используем масло растительное и обжариваем лучок и чесночок. Для того, чтобы ускорить процесс обжарки, я немножко посолю. Соль высвобождает сахар, природный сахар и в чесноке, и в луке-порей, и они у нас побыстрее карамелизуются. Что касается нашей капустки, я ее нарежу чуть мельче, чем она у нас есть. На соцветие разделяю еще раз, просто чтобы сократить время приготовления. А также, когда мы сокращаем время приготовления овоща, мы сокращаем время испарения витаминов, водорастворимых витаминов, которые есть в наших овощах. И сохраняем большее количество внутри. Вот такой вот секретик. Здесь у меня примерно половина кочана или 300 грамм. Не забываю помешивать. В отличие от шалота, лук-порей продается в любой стране и практически в любом магазине. И стоимость у него очень низкая. Покажу вам, как делать домашнее миндальное молоко. Сегодня оно нам пригодится для моего рецепта. Для этого миндаль, здесь где-то 200 грамм, я очистила от кожуры и замочила на 6 часов. Ну, сколько у вас есть времени? 4-6 часов. Будет тоже хорошо. Теперь я помещаю наш миндаль в блендер. Я только что слила с него воду. Добавляю сюда холодную чистую воду свежую, где-то 500 грамм, 500-700 грамм. Зависит, какой плотности молоко вы хотите. И измельчаю в блендере примерно 1 минуту, чтобы текстура у нас получилась как сливки. Миндаль я измельчила вместе с водой, теперь я сделаю из него миндальное молоко. Посматриваю за пареем, все хорошо. Наш уже знакомый мешочек для сыра. Сюда я помещаю массу, просто процеживаю через более мелкое, чем сито, и оставляю. В кастрюльку я помещаю нашу капустку. Как только у нас парей, чесночок уже притушились до прозрачности, обжаривать до коричневого цвета нет необходимости. Добавляю сухие фисташки, здесь у меня 30 грамм. И вмешиваю парей, чесночок, фисташки очищенные, сухие. Я их просто немножечко подогрела в духовке, чтобы они хрустели и чтобы обладали более ярким вкусом. Как только у нас все овощи притушились, посмотрите, какое красивое миндальное молоко у нас получилось. Не хуже, чем... Даже лучше, чем в магазине. Заливаю миндальным молоком. Опа! Что это случилось такое? Ну, это все к счастью. Заливаю миндальным молоком и даю проготовиться вместе несколько минут. Накрою крышечкой. Прошло 10 минут.
наша капустка готова. Я приготовлю соль, потому что я еще не солила сюда. Так как у нас суп нежный, я буду добавлять белый перчик. И потом у него такой яркий, более пряный такой аромат. Я его люблю. И нам нужен лимон. Кстати, если вы не знали, определенный лайфхак. Если вы готовите цветную капусту в соленой воде, добавив лимонный сок, вы получите абсолютно нежного, белоснежного цвета цветную капусту. Тогда как обычно вареная цветная капуста получается не очень примечательного цвета, скажем так. После того, как мы его измельчим, нам нужно будет охладить. Но если вы торопитесь, пришли подруги или вы просто голодны, вы можете добавить сюда несколько кусочков льда, и температура у вас будет понижена. Ну, я бы, конечно, оставила на некоторое время эти ингредиенты в холодильнике, чтобы они объединили вкус. Добавляю соль. Напомню, что я еще не солила, поэтому добавляю щедро. Но вы смотрите, всегда соль настолько поднимает вкусы, что ее игнорировать не стоит. И, кстати, расхожее мнение о том, что буквально несколько капель соль поднимает якобы кровяное давление и соль белый яд. После того, как я углубилась в эту тему, представляете, что я узнала, что это неправда, что соль наш друг, а не враг. Измельчили наш супчик. Как красиво и вкусно пахнет. И я, конечно же, попробую. Мне кажется, если закрывать глаза, то вкусы кричат громче. Очень вкусно. Что я хочу сделать сейчас? Я добавлю немножечко оливкового масла. Почему-то я думала, что у меня есть ореховое, но у меня не оказалось орехового. Я добавлю еще немного соли, потому что мне так хочется. И снова все измельчу. Этот суп мы охладим в холодильнике, но чтобы он остыл быстрее, я его сервирую в чашечку для подачи. Я попробую его, отправлю в холодильник, но прежде добавлю немного подсушенных фисташек. Он выглядит потрясающе. На самом деле, на мой взгляд, со стороны он выглядит как десерт. Это может быть фисташковый панакот или что-то еще. И мне очень нравится такая игра визуального ряда и вкусовых ощущений. Это не всегда то, что мы ожидаем. Ну, может быть, это и к лучшему, что нас ждет некий такой гастрономический сюрприз. Я его попробую. Миндаль придал такую сливочную нотку. Я чувствую фисташку. Цветная капуста дала вот такую шелковистую нежность. И, конечно, есть вкус парея. Я бы сказала, что он здесь даже доминантный. Я уверена, в холодном виде, в жаркий обеденный перерыв, этот суп настолько может поддержать вас и напитать. При этом вы видели, что это заняло не больше 10 минут. По стоимости он очень скромный, но по вкусу это еда королей. А мы переходим к супу номер 2. Самый охлаждающий летний суп номер 2. Суп из зеленого горошка. Холодный суп из свежего или замороженного зеленого горошка с мятой, с базиликом, с малиновым уксусом, кремом из кешью, который мы будем вместе сегодня делать, и миндальным молоком, который мы сделали в предыдущем супе. Также нам потребуется соль, белый перец, оливковое масло я бы добавила, но оно туда не требуется. Мы начнем с того, что потушим наш зеленый горошек в кипящей воде. Зеленый горошек, особенно вот такой маленький зеленый горошек, который называется птичий глаз, действительно похож. У него очень тоненькая шелуха, и он не требует длительного приготовления. Я использую замороженный зеленый горошек, который, я думаю, есть у каждого из нас на кухне в любое время. И это просто позволяет этот суп приготовить, когда вы захотите. Это удобно. Горошек я буду бланшировать, и потом мы его будем измельчать с зеленью. Но сначала мы сделаем крем из кешью. Для этого кешью я замочила в чистой воде на 4 часа. И теперь с небольшим количеством холодной воды я буду измельчать в блендере. Куда бы я без моего любимого термомикса. Чуть-чуть холодненькой водички, буквально
2-3 столовые ложки. Буду измельчать наш кешью. Если у вас нет кешью и у вас не любовь к кешью, вы можете заменить этот крем из кешью на йогурт. Наш крем из кешью, думаю, готов. Текстура восхитительная. Только взгляните на это, какой он шелковистый, красивый. Конечно же, я попробую. Необычайный вкус. Я чувствую вкус кешью. Но текстура гораздо нежнее, чем я могла бы себе представить. Выливаю наш крем из кешью в чашечку и отложу. Это у нас сливки с кешью. Приступаю к бланшировке горошка. Высыпаю горошек в кипящую воду. Нам потребуется не больше 2 минут. Пока горошек у нас готовится, мне нужно будет собрать чашку, где-то 2 горсти базилика. Базилик всегда растет у меня на окошке. Так смешно. Сегодня подруга говорит, знаешь, в нашем возрасте, в какой бы цветочный магазин я не пришла, взгляд всегда падает, в конце концов, на рассаду. И я засмеялась и говорю, ой, мне это не грозит. А потом пришла, стала готовиться к съемкам и посмотрела на свое окно, где всегда у меня заросли базилика. И чего там только нет. И написала ей, что я в их числе, в команде рассадниц. Сегодняшняя мята у меня прям такая остренькая. Я даже ее, может быть, чуть меньше положу. Горошек я выключаю, и я его сейчас буду процеживать через сито. Есть несколько прекрасных вкусов. Например, апельсин-шоколад. Например, горошек и мята. А горошек, мята и бекон – это совершенно бомбическое сочетание вкусов. И сколько бы я ни пробовала, ни экспериментировала, все-таки чувствуется какое-то родство у этих ингредиентов. Они как будто бы дополняют друг друга. Но не то, что дополняют, они включают какие-то волшебные кнопки. И этот горошек, просто горошек, из просто горошка он превращается в повелителя зелени. Никак иначе я не могу это назвать. Теперь мы смешиваем все вместе. Беру мой незаменимый термомикс. Сюда я помещаю горошек. Он у меня горячий, поэтому я сюда же добавлю лед. Добавляю в наш горошек лед, чтобы он не поменял цвет и остыл. Сюда же я добавляю мяту, базилик, наше миндальное домашнее молоко. Вы можете использовать кокосовое. Что это за чашка такая? Немножечко уксуса со вкусом малины. 1 чайную ложечку нам буквально сюда потребуется. Соль. Ну, собственно, и все. Теперь я все это измельчу и будем пробовать. Посмотрите, какая текстура, какой цвет. Бездна вкуса, боже мой. Это какой-то вообще зеленая фееричная песня. Очень яркий вкус горошка, очень яркий вкус базилика. Да все яркий вкус. Такой охлаждающий. За счет того, что я сразу положила лед. Суп у нас холодный, охлаждать его не надо. Я добавлю моей упрямой солонки немного соли. И мне захотелось сюда добавить белый перец. И я, наверное, добавлю чуть-чуть больше уксуса. Вот так вот. И, конечно же, по традиции, каплю лимонного сока. Лимон, кстати, с горошком чудесно ладит. Снова немного измельчу и будем сервировать. Холодный суп из зеленого горошка с базиликом и мятой готов. Для пущей церемониальности я его наливаю в такую красивую чашу. Представьте, что вы у меня в гостях. Сегодня полуденный зной. И я предлагаю вам отведать этот волшебный суп. Наливаю тарелочку и сервирую нашим домашним кремом из кешью. Суп из зеленого горошка готов. А я его сейчас попробую, с вашего позволения. Это божественная песня. Боже, как хорошо сюда подходит. Даже потеряла слова. Как хорошо сюда подходит наш восхитительный йогурт из кешью.
Зеленый горошек с мятой, свежесть, прохлада, питательность, плотность и такая радость какая-то, которая уже разливается внутри. Я не могу остановиться есть. Горошку быть. Ну а мы переходим, я считаю, к диадеме, короне нашего сегодняшнего выпуска, нашему самому интригующему супу из клубники. Суп из клубники, но не просто суп из клубники, который вы, возможно, когда-либо пробовали, а моя усовершенствованная, супер новая версия супа из клубники с фенхелем. Для этого супа нам потребуется всего ничего. Оливковое масло, соль, фенхель, который мы будем сейчас запекать. Самая спелая, вкусная в мире клубника, которую я очистила от зеленых ножек и оставила еще для гарнировки. Йогурт, обычный греческий, розовая вода. Сюда нам также потребуется бальзамик. Белый бальзамик по рецепту, но у меня белый закончился. Я буду использовать бальзамик на основе имбиря. Соль и немного сахарозаменителя, потому что я не ем сахар. Но если вы любите сахар, положите сахар. Касательно фенхеля мы не будем мудрствовать лукаво. Я его нарежу на небольшие такие вот полоски. Что мне нужно? Мне нужно его запечь. Поэтому чем тоньше полоски, тем быстрее он у нас запечется. Пальцы, я их называю пальцы, я не использую. Возьму форму, выкладываю наш фенхель. Прямо вот так, по-простому, по-семейному. Немножечко я его присолю и добавлю масло. Фенхель у нас отправляется на 20 минут на 180 градусов. Но вообще мне нужно, чтобы он стал мягким. Поэтому буду смотреть на него. Пожалуйста, хотела вам напомнить, что если вам нравится этот рецепт, ваша благодарность будет ваши лайки и комментарии. Это поможет продвижению моего канала и продвижению фенхеля. Итак, прошло 20 минут. Наш фенхель готов. Пробуем, готов? Как всегда, мой любимый термомикс. Но у вас это может быть любой блендер. Для чего, собственно, мы запекали фенхель? Фенхель – это корнеплод, качанчик. И любые овощи, которые мы запекаем в духовке, они свой вкус буквально, вот чтобы вам объяснить, умножают на 2. Фенхель сырой и фенхель запеченный – это две большие разницы. А теперь нам нужно будет все смешать. Фенхель, который у нас размягчился, но он у нас не подзолотился. Это важно. Греческий йогурт любого производителя. Кстати, если у вас непереносимость молочных продуктов, вы можете заменить на любой йогурт на растительной основе. К счастью, у меня нет никакой переносимости. А может и есть, я просто не проверялась. Но мне хочется думать, что нет. Наша волшебная клубника. Думаю, в вашем регионе сейчас сезон. Если я правильно помню, то этот сорт, где косточки немножко выпуклые, назывался зинга-зинга. Моя бабушка выращивала ее. И когда сегодня я увидела в магазине эту клубнику, я буквально подпрыгнула на месте. Если есть возможность выбрать такой сорт с такими вот косточками, они как будто бы вогнутые внутри, а расстояние между выпуклые, все это бросаем сюда. Целая чашка, предварительно помытой. Клубнику мы ни в коем случае не замачиваем в воде. Представляете, что я до некоторых пор этого не знала, что клубника настолько деликатный продукт, если мы ее замачиваем в воде или просто даем ей мокнуть в воде, она теряет свой аромат и вкус. Чайную ложечку буквально бальзамика, чайную ложечку розовой воды, соли, пол чайной ложечки, чайную ложечку сахарозаменителя или сахара, который вы используете. Все очень удобно, все по чайной ложечке. И чайную ложечку оливкового масла. Я знаю, здесь было больше. Но ничего с этим поделать не могу. А теперь момент истины. Измельчаем. Я не могу дождаться. Бомба. Я не могу удержаться, просто чтобы вы понимали, насколько вкусные эти супы и полезные. Я, с вашего позволения, сниму немного за кадра. Тут стоит Виктория, которая не может остановиться
и ест суп из горошка. Виктория, как вкус? Эти супы, они волшебные. От них невозможно оторваться. И в этом нет ничьей вины. Мне будет интересно узнать, как произошло с вами. Настолько вкусный. Как интересно, сюда дополняет такой нюанс уксус и оливковое масло, делает его более шелковистым. Йогурт сливочным. Ну, конечно, здесь клубника доминирует. Итак, сегодня мы с вами вместе познакомились с 3 летними холодными супами. Я напомню, что это был суп из зеленого горошка, это был моя версия супа вишисуаз из цветной капусты и лука-порея и восхитительнейший суп из клубники. Я уверена, что эти супы в летний зной доставят вам не только радость, напитают ваше тело, но и вызовут большую широкую улыбку, прям как у меня. Вкусно тебе? Очень вкусно. Я очень рада.